Всем привет! Сегодня я сделаю плов, который во многом не будет соответствовать классическим принципам приготовления плова. Ну, можно сказать, что в какой-то степени это будет плов по понятиям, по моим. Ну, плова у меня сегодня немного будет, на полкило риса. Режу морковь, но не совсем как обычно. Обычно я где-то 4 на 4 режу, если брусочек в сечении сделать. Но в этот раз несколько потоньше порезал. Когда нож острый, нет проблем. Моркови полкило взял. Примерно 3 на 3 эти брусочки в сечении. Одну луковицу взял, среднюю или даже чуть меньше, чем среднюю. Полкило моркови, одна луковица. Ну, мяса у меня несколько больше, чем полкило. Ну, не потому, что мне больше хотелось мяса, а просто у меня такое количество было, граммов 600 баранины. И режу я ее более мелко, чем обычно. Я хочу быстро приготовить плов, и где-то за час 10 минут он у меня приготовился. Ну, мясо хорошее, симпатичное. Хотя и было в морозильнике. Что касается масла, масло можно применять разное, я об этом уже неоднократно говорил. Я налил подсолнечного и вот этого хлопкового. Ну, не парьтесь, можете на подсолнечном делать, да и все. Просто в Москве сейчас можно найти хлопковое. Всего я где-то взял 150, ну может 170 миллилитров масла. Я имею в виду оба масла, всего такое количество составили. Масло разогрелось, укладываю кусочки мяса и начинаю обжаривать. На максимальном нагреве работаю. Кто смотрит впервые мой сюжет, про мой казан ничего говорить нельзя. Это заслуженный казан Таджикской ССР, а теперь уже и России, потому что уже он в России 20 лет отработал, а всего ему около 50. Мясо жарится, я подготавливаю подачу, использую перцы ромеро, ну такие удлиненные, красный сладкий такой перчик, вот сейчас его довольно много в Москве, это декабрь 2019 года, он сочный и вкусный. Вот в общем мясо обжарилось, уже такая корочка появилась, поджаристая, симпатичная, укладываю лук, все продолжаю работать на максимальном нагреве. Вот первое отступление отправил. Я добавляю аджику. Ну, практически 2 чайных ложки. Она не очень острая. Поэтому я добавил довольно много. Еще я добавлю турецкую паприку. У меня 2 разновидности. Это довольно острая. Поэтому я добавлю немножко ее. Аджика это кориандр. Красный стручковый перец, чеснок. В общем, то, что в принципе добавляют обычно в плов. И красный стручковый перец, и чеснок добавляют. Просто все это в другом виде, как я сейчас добавил. Зира. Ну, это уже классическая для плова специя. Ну, примерно чайная ложка. Потом еще в конце буду добавлять зиру. Ну и сейчас получается вот это мясо, если еще минут 10 его вот так жарить и тушить, получится мясо по-мексикански. И вот очень даже можно будет поесть. И будет очень острым, но вкусным. Ну вот лучок уже тоже появился такой бронзовый оттенок у него. Можно еще больше пожарить, тогда плов будет более темным. А если меньше, то более светлым. Это дело вкуса. Отправляю туда морковку. Ну вот так иногда делаю, делая классический плов, но не часто. Я накрыл крышкой, убавил огонь и держал минут 5-6. А за это время, смотрите, что я химичу. Взял оливки и укладываю в них зернышки граната. Ну вот хочу так подать. Такая идея родилась в голове.
Ну вот минут через 5-6 я снимаю крышку. Нагрев был небольшой. Спасибо за просмотр рекламы, вы помогаете каналу. Морковь уже стала мягкой. То есть мне не надо будет зербак полчаса или 40 минут или час держать. Отключил вытяжку, стало потише. Открываю банку итальянских помидоров. Кстати, купил их в декабре в Метро. Вообще по смешной цене. 49,90. Я солю содержимое. Добавляю нагрев до максимального опять. И примерно полбанки помидоров. Вот эти помидоры, они с них снята шкурка, и они резаные, достаточно мелко. Вот в самый раз мне тут ничего париться не надо, просто добавил их сюда. Ну, можно треть банки добавить. Но если вы сомневаетесь, можно четверть даже добавить. Я не сомневаюсь. Пробую, что получается. Ну, так уже интересный вкус очень. Как помидоры прогрелись, ну, это минуты 3-4, ну, 5. Добавляю воду комнатной температуры. Ну, и пусть вот так покипит на очень на слабом нагреве. Не очень слабом, а просто на слабом. Ну, минут 10, мне больше не нужно будет. Рис полкило. Я взял рис басмати. Вот сейчас его заливаю водой. Его долго промывать не надо. У него не так много рисовой пудры. Вот один раз будет достаточно. Я вот так минут 15 он будет замочен. Я солью воду и пойдет в работу. Пробую, кстати, что там с мясом. Ну, уже можно есть. Слил воду с риса полкило риса басмати. Почему я взял басмати? Только потому, что он широко распространен. Вы можете практически везде его купить. Так, конечно, я предпочитаю другие сорта риса. Постараюсь, если не забуду, дам ссылку на сюжет «Идеальный рис для плова». Как выбрать рис для плова. Дам ссылку на такой сюжет в описании к этому видео. Пробую. Вот сейчас еще можно досолить, что я и делаю. Кисловатый привкус помидоров можно компенсировать небольшим количеством сахара. 2 чайных ложки сахара. Ну, басмати не надо долго готовить. Вот так, чтобы он в этой жидкости был минут 10. Ну, может 12. А потом еще запаривание доведет его. Ну вот, жидкость впитывается этим рисом. Я пробую, кстати. Ну, он уже не такой твердый, но еще, естественно, далеко не готов. Жидкость исчезла с поверхности. Ну, через пару минут я проверяю, сколько ее там. И готовность риса тоже проверяю. Ну, и вижу, что жидкости практически там уже нет. А рису бы еще надо поготовиться. Добавляю кипяточек. Вот так будет, наверное, в самый раз. Плов будет подан, но сверху не будет стручка красного перца и не будет чеснока, который обычно укладывают сверху. Но все это будет в самом плове. Плов получится острый. Через несколько минут проверяю. Эта вода тоже почти ушла. Поэтому я его назвал мужским пловом. Вот для меня в самый раз такой мужской плов, для мужской компании, там под рюмочку водки. Это еще зира. Чайная ложка, даже несколько больше. Ну, поэтому мужской плов. Не для женщин, да. Ну, жена у меня ела его, проклинала меня, но ела.
Так что сами прикидывайте, что к чему. Накрыл крышкой, сделал 2 волшебных пасса, убавил огонь до почти минимального. Казан все-таки большой, 5-литровый. Ну и запаривал минут 20. Еще сделаю, ну вот, можно сказать, что салат. Йогурт густой и гранат сверху. Классное сочетание. И слева, и справа. Справа оливки с зернышками граната. Ну, если не хотите париться, можно просто гранат посыпать сверху. А густой йогурт и гранат — это очень хорошее сочетание. Открыл. Волна ароматов. Я ее не чувствую, потому что я все это время был на кухне. Если кто-то зайдет, там, скажем, из другой комнаты или гость какой-то, вот он ее чувствует хорошо. Ну, я попробовал. Я знаю, что все готово. Можно подавать. Вкус необычный, конечно. Но я так готовил неоднократно, поэтому для меня нельзя сказать, что необычный. Оливки выложил по периметру. Вот этот перчик ромеро нарезал. И подал. И йогурт с гранатом рядом. Попробуйте. Это интересно. Приятного аппетита. Пока.